Так, дальше готовим аппарат к процедуре. Почему мы решили записать сегодня лимфодренаж именно? Почему ты на этой программе остановилась? Ну, во-первых, это программа, с которой нужно начинать любой цикл уходовых программ. Всегда. Даже если человек и не поставил отметку в диагностике кожи, что у него есть отеки, поверьте, они есть всегда. И для того, чтобы подтянуть мышцы, мы вначале должны, да, все разгрузить, убрать застойные явления кровеносного, лимфатического характера, наладить вообще все процессы на микроуровнях, чтобы потом подтяжка была более выражена. И вот программа лимфодренаж с Mesoform Pro, она как раз вот позволяет в одной программе 20-минутной сделать легкий лимфодренаж с легкой подтяжкой. Так, включаем. Давай. Включили аппарат. Режим вначале ставим минус. Время я выставляю 20 минут. Проверяем, чтобы регулятор интенсивности был в минимальном положении, то есть до упора поворачиваем его. Дальше нажимаем кнопку старт. И сейчас уже я перевела аппарат в рабочее положение, то есть мигает индикатор времени. Потом на манипулу наносим побольше геля. Я буду работать правой рукой. Вот, у меня пол-литровый флакон геля. Очень удобно, потому что самый удобный дозатор. Вот такое количество геля мы распределяем по щечке, под глазом, по контуру и слегка заходим на шею. Сейчас на минимуме интенсивность у Да, нас. пока что интенсивность я не меняю. Распределяю гель на подбородок, над губой. И первые вообще движения начинаем с интенсивности, с минимальной. От центра подбородка к уху вниз. Всего у нас получится около 5 линий. Движения плавные, с легкой точкой фиксации в начале и в конце каждой линии. То есть сейчас, извини, на минимуме аппарат, и тем не менее он работает. Да. Несколько параллельных линий по шее, примерно 3 или 4, и под подбородком, по контуру шеи, к уху, и можно вводить в заднебоковую проекцию шеи. То есть сделала сейчас я один проход, один круг. Дальше увеличиваю слегка интенсивность, примерно на 0,5. Делаю повторный круг. На зону щечка, контур лица и шея, в принципе то, что сейчас я демонстрирую, у нас уходит 5 минут на лимфодренаж. Зона, которая лоб вокруг глаз, где-то минутка-полторы. Геля должно быть достаточно, он должен скользить. Если где-то впитывается, то добавляйте по мере необходимости. Если делать процедуры регулярно, кожа напитается, увлажнится, и, соответственно, расход будет тогда примерно в районе 10 мл, так как мы об этом и говорим. Можно спускаться чуть-чуть в зону декольте. Дальше. Можно увеличить еще немножко интенсивность, ну, до комфортных ощущений. То есть у меня сейчас единичка, но мне комфортно. А что ты чувствуешь сейчас? Легкое такое тепло. Покалывания какие-то есть? У меня сейчас покалываний нет никаких. Вот может быть только вот в зоне подбородка легкие такие ощущения, вибрации. Вот я сейчас на двоечке я начинаю уже чувствовать посильнее вибрацию. Но это не обязательно. Легкого тепла для лимфодренажа достаточно, и мы уже будем видеть результат. В любом случае аппарат работает. Да, то есть однозначно лицо будет более светлое и свежее. Для этого мы и делаем лимфодренаж, чтобы, да, вот и детокс мы смогли выполнить, и дальше подтяжка у нас прямо пошла такая классная. Так, еще делаем лимфодренаж. То есть 5 минут, повторяю, на эту зону.
В данном видео, да, которое мы записываем, я разговариваю. Идеальный вариант – это, конечно же, полностью расслабленное состояние. Можно добавить капельку геля. И еще несколько минут продолжаем делать процедуру. То есть в целом это сколько проходов? Ну, 5. честно говоря, я разговаривала и не считала, я ориентируюсь на таймер. Здесь очень удобно, да, идет обратный отсчет времени, каждые 5 минут он сигнализирует о том, что вот все, 5 минут прошло, пора переходить на вторую зону. Соответственно, когда я делаю, например, зону лоб и вокруг глаз, то там я, конечно, ориентируюсь уже на минуту-полторы. Ну, можно на часы смотреть. То есть вот уже 5 минут прошло, и я как раз заканчиваю этот круг. Обязательно, когда переходим на зону со щеки на лоб, делаем интенсивность поменьше, до минимума. Добавляем геля, капельку чуть поменьше берем. Это почему? Интенсивность поменьше делаем для того, чтобы здесь у нас адаптировались рецепторы. Это первое. И второй момент – это то, что здесь меньше подкожно-жировой клетчатки и вообще ближе расположены нервные окончания. Поэтому нужно рецепторам также плавно включиться в работу, но постепенно мы будем увеличивать интенсивность, если будет комфортно. Но я-то не первый раз делаю себе процедуру, я однозначно буду увеличивать. На несколько проходов делаю на минимуме. Могу уже увеличить. Тоже где-то 5 циклов, да, таких повторить. Ну, вот это третий был. Это у нас четвертый. Можно уходить вниз, если гель не совсем впитался на лице. Ну, то есть мы движемся от центра к периферии и сбрасываем все Да. вниз. Под глазом акцентирую внимание только от центра к периферии линия. И больше линий никаких здесь нет. В данной процедуре только такая рекомендация. Потому что напомню, что мы делаем лимфодренаж. И еще несколько раз. Вот на лбу я сейчас подвпитывается слегка у меня праймер, и я начинаю именно на лбу чувствовать такие легкие, как легкое покалывание, но оно очень комфортно. А что вообще нам дает эта программа? Программа лимфодренаж, она вообще запускает все процессы, цвет кожи улучшает, да, то есть вот цвет офисных сотрудников, которые, да, там вот все такие сидят за компьютерами, солнышка мало, свежего воздуха мало, и лицо приобретает уставший вид. То есть вот процедура лимфодренаж, она очень здорово разгоняет вот эти все застойные явления, признаки усталости, потому что возле монитора этот синий цвет, он еще не очень качественно так действует на нашу кожу. И хочется улучшить, да, и приток активных компонентов, и цвет лица. Добавляем, так, здесь интенсивность поменьше. Тогда и геля берем побольше, и делаем вторую половинку лица. Лимфодренаж. А вот что касается, если про темные круги под глазами, как эта программа, она работает с этим? Ну,
Темные круги. С темными кругами в любом случае нужно делать и лимфодренаж с Мезоформ Про, и хорошо было бы патчи добавлять еще дополнительно. Но самое простое, да, это именно нужно все прокачивать, разгонять эти застойные явления кровеносного и лимфатического характера, потому что вот эти темные круги под глазами – это застой в лицевой вене, который дает вот потемнение под глазами и иногда даже верхних век, потому что лицевая вена, она собирает вот кровь с верхнего и с нижнего века. Вот. Соответственно, очень хорошо это все разгонять и прокачивать именно крупной вот нашей манипулой Constant Magnetic. Так, мы продолжаем делать, потому что мы немножко отвлеклись, интенсивность можно увеличить. Если есть какие-то такие прям как грыжевые мешки уже сформировались, можно уменьшить их проявление в разы. Тяжело сейчас сказать, да, насколько это можно уменьшить, потому что это, как правило, да, процессы, которые давным-давно заложились уже в организме, и за 5 процедур чуда однозначно не произойдет, но то, что в целом лицо будет выглядеть более естественно, да, и меньше будут проявлены эти застойные явления вокруг глаз, и кожа под глазами будет, ну, такая более упругая, это факт. А ты вообще вот сама, когда делаешь лимфодренаж, ну и себе, ну себе в первую очередь, да, ты какие наблюдаешь вообще изменения? Ну вот можно сейчас понаблюдать уже вот за этой щекой, то есть однозначно цвет лица лучше стал. Если до процедуры мне как-то немного давило давление атмосферное на голову, то сейчас мне стало легче. Возможно, это даже за счет лимфодренажа. Но то, что цвет лица лучше, он более свежий, лицо более светлое, как будто я уже, в принципе, отдохнула. При всем, что я же процедуру делаю сама себе, я сижу, но в то же время я чувствую вот это вот расслабление, о котором я говорила, несмотря на то, что я еще дополнительно и разговариваю. Плюс ко всему, после процедуры, когда я уже смываю гель, я вижу еще дополнительно то, что кожа она такая более плотная становится, то есть как такие, видимо, более упорядоченные структуры эпидермиса у меня формируются, и сама по себе кожа, она поплотней. Ну, мне сейчас плохо видно, потому что в объектив, потому что так вот по цвету я вижу, что да, действительно цвет поменялся, но в объективе плохо, потому что бликует гель. То есть, в общем-то, по большому счету, если у человека, ну, как бы, если вот у девочки, не знаю, если есть аппарат в наличии, Мезоформ Pro версия Advance, то можно делать просто хотя бы регулярно программу лимфодренаж, и, в общем-то... Да, и будет свежа, хороша. И это, в принципе, ну, реально несложно. Вот сколько я делаю? 10 минут. Сейчас уже буду переходить на верхнюю часть лица. Интенсивность на минимум. Немножко это геля. потому что мы на лоб идем, да? Да. Кстати, правая с левой стороны лица могут быть абсолютно разными по ощущениям. Если вот говорить именно о себе, то у меня как раз вот более чувствительна левая сторона, вот где-то здесь. Но чуть-чуть все же добавлю. И тоже минуту или 1,5 минуты, в зависимости, да, если отеки более выражены, то можно и 1,5 минуты поработать в области вокруг глаз. Главное, чтобы суммарное время не превышало 20-25 минут. Вообще программа. Да, именно воздействие Мезоформ Про. То есть очищение это мы не всчитываем в данный протокол процедуры. Так, еще раз, да, лимфодренаж мы делаем, у нас сейчас минус. Да, делаем по праймеру. Манипула должна скользить хорошо, легко.
каких-то неприятных ощущений вы не должны чувствовать ни на лице, ни в зоне рук. Соответственно, всегда смотрите, да, вот насколько интенсивность. Вот не нужно там сразу первые процедуры включать на 5. Постепенно происходит адаптация рецепторов. Это как в тренажерном зале, да, когда мы пришли первый раз, например, туда, мы же не идем сразу там на Олимпиаду в этот же день. То есть, ну, постепенно, плавно входим там в рабочие такие вот моменты. И вот, ну, на самом-то деле, даже когда интенсивность выставлена у меня сейчас на 0,5, все равно процесс, он идет. И самое основное, это нужно помнить о особенностях Mesoform Pro. Он принципиально отличается от других там каких-то собратьев с аналогичными названиями, там, например, микротоки или электропорация. Но не нужно ждать точно таких же вот ощущений, как вы где-то там когда-то вот попробовали на каком-то другом аппарате. Потому что вот я, допустим, ну, более там 10 лет работаю с аппаратными методиками, и микротоки это самая такая вот одна из моих любимых процедур, и могу точно сказать, что на всех аппаратах у разных производителей разные ощущения и разный эффект. Нужно всегда смотреть на эффект после процедуры. Вот смотрите, 10 минут было у меня сейчас, можно отмотать назад и посмотреть вообще, как я выглядела 10 минут назад, до того, как начала делать лимфодренаж. Пока что был только режим минусовой. Теперь я выставляю биполярный режим и продолжаю делать процедуру, но уже на подтяжку. Это самый сильный режим, это уже режим подтяжки. Интенсивность также ставим на минимум, потому что ощущения будут гораздо сильнее. Я, пожалуй, и эту же сторону и продолжу делать. Ну и движения мы даем такие, как у нас в бьюти-гиде, да? Или ты хочешь какие-то необычные дать? Я хочу экзотических движений. В бьюти-гиде у нас можно, в принципе, их посмотреть и разобраться самостоятельно с движениями. А у нас уже будет уровень медиум. 5 звезд. Да. Начинаем мы подтяжку с кончика носа и подтягиваем бровь и веко верхнее. Височную область прорабатываем. И еще одна линия, как и в предыдущем, да, вот режиме мы делали от центра к периферии. Также на эту зону по времени минуту выделяем или в районе 1,5 минуты работаем, но не более. То есть это у нас началась подтяжка, биполярный режим, средство у нас все тот же праймер базовый, который используется во всех программах ухода в бьюти-гиде. Да, еще что хочу сказать. Когда делаете процедуру сами себе, старайтесь ровно сидеть. То есть нога на ногу не забрасывается. Просто они ровно, максимально, если сидя делаете. Если делаете стоя, то тоже ровная спина. Ну, желательно все-таки сидя. Ну, желательно сидя. Но я когда делаю себе дома, я делаю в ванной, я делаю стоя. Это еще быстрее получается. Не, ну стоя все-таки так не расслабишься, хотя бы хоть как-то, да? Спина ровная. Да. Грудная клетка раскрыта. Да. И движение в руках, да, то есть вот мы не головой вот движемся и все время как собачка в машине машем, а стараемся вот, ну, как птица крылом махать. Возможно, поначалу вам, ну, и рука, возможно, немножко в первый раз устанет, но это на фоне того эффекта, который вас ждет после процедуры, вы забудете об этом. Можно увеличить, кстати, я так увлеклась. Махать, как птица крылом. Да, вот смотрите, сейчас у меня по интенсивности примерно половинка. И я уже ощущаю легкую вибрацию. То, что вот при предыдущем режиме чувствовалось на 2 примерно. Ну, я хочу сказать, что у каждого же, наверное, разное будет, да, разный порог чувствительности. Потому что в некоторых случаях минимум так и останется минимумом. Ну, на начальном этапе, по крайней мере.
То есть вам должно быть комфортно. Если вам в биполярном режиме, например, некомфортно в зоне вот третьего глаза, потому что я могу себе так поставить, но я знаю девочек вот на выставке, когда у нас обучение там разнообразные проходили, людям было не очень приятно, поэтому можно уменьшить площадь воздействия, поставив манипулу под углом 45 градусов, и продолжать выполнять процедуру. То, что появляется вот такой вот румянец, это абсолютно нормально, он проходит там в течение 5 минут. Если очень чувствительная кожа склонна к куперозу, ну, может быть, минут 10-15. Но когда вы уже спуститесь сюда, здесь уже будет все абсолютно нормального цвета. Так, это у тебя уже где-то Да, мы уже будем переходить на 7-8 щечку. проходов. Уже на щечку можно переходить. Интенсивность я по-прежнему делаю на минимум, Уменьшила. добавляю гель. Вот что касается средств, да, у нас же в дерматиале есть и фрагментированная гиалуронка, и какие-то специфические такие направленного действия средства. Стоит ли сразу с первой процедуры стараться вообще и гиалуронку использовать, и праймер? Вообще лучше первую процедуру сделать только в режиме лимфодренаж и по праймер-гелю. Ну, для того, чтобы вы могли познакомиться хорошо с менюшкой аппарата. Она очень такая, скажем, легкая и понятная, что для того, чтобы разобраться с меню аппарата, буквально там вам понадобится 20 секунд всего лишь. Но вот эти вот линии, движения, переключения режимов, лучше их отложить на третью процедуру. И это будет правильно, потому что вначале мы должны все разогнать, прокачать, и тогда нам становится понятно вообще, где нужно добавлять гиалуронку фрагментированную, или же если недостаточно, например, освежилась и подтянулась кожа вокруг глаз, тогда очень здорово использовать Total Eye Care гель. Но это есть у нас это видео, где я показываю, как я сама себе с патчами делаю эту процедуру, и патчи одномоментно использую, и делаю с Mesoform Pro. Так, а давай проговорим сейчас, что Да. мы делаем по движениям, чтобы было понятно. Мы начинаем от шеи, движемся к вот этой скуловой линии. То есть, смотрите, у нас будет условная линия от крыла носа примерно к виску. И к этой же линии я сейчас буду выполнять такие подтягивающие движения с точкой фиксации в районе скулы. 4 линии. 5 под подбородком. И от этой точки движемся к мочке уха, спускаемся вниз. И мое любимое. А теперь расскажи, что это мы делаем. Это мы сделали 4 точки, которые отвечают за подтяжку щек. Мы формируем красивую щеку, подтягиваем угол рта, разглаживаем носогубные складки и формируем четкие скулы. То есть мы работаем на красивый контур, на красивые упругие щеки и на уменьшение носогубных складок. То есть снимаем зажимы там, где они есть, потому что мы много разговариваем, смеемся, кусаем яблоки, морковку грызем. Вот, соответственно, часть мышц в зоне носогубного треугольника, они у нас все время в гипертонусе находятся, даже когда мы разговариваем. А часть мышц в расслабленном положении. И вот эти вот 4 точки, вот она первая, вот она вторая. Здесь 3 возле уголка рта. И подтягиваем по носогубной складке. Стараемся это делать спокойно, без резких движений и не смещая кожу. И от крыла носа движемся по скуле к виску вниз. Почему еще нужно делать процедуру по праймеру? Вот я сейчас вам рассказала, да, и не делала никакую процедуру, и гель впитывается. Поэтому я его добавляю, и вам рекомендую, когда вы делаете процедуру, да, вот уже настроиться на процедуру, спокойно ее делать в спокойном режиме, не быстро и не медленно.
Но не отвлекаться, потому что нужно будет добавлять периодически гель. Ну, извини, я уже подвлекаю тебя немного. Да. По контуру проходим. И уходим вниз. И дальше 4 точки. Напоминаю, что с этой зоной также 5 минут работаем. Дальше все наверх. Если хочется сильнее укрепить овал, можно здесь поставить манипулу и немножко подержаться. Если такой щекастенький, да, вот человек себе манипулу ставит на овал, то нужно понимать, что подкожно-жировая клетчатка, она немножко нивелирует воздействие импульсных токов, и не стоит ожидать там каких-то вот прям сильных вибраций. Но это не значит, что процесс не идет. Все равно очень будет круто видно. Это можно вот по нашим фоткам увидеть, по отзывам наших пациентов, понимать, что это все очень здорово работает. Хочется мне сделать еще один проход. Да, я собрала гель сейчас манипулой. Если еще чувствительно, вот, например, в этой точке, да, потому что у многих здесь выходит, ну, вообще у нас у всех здесь выходит нервное окончание, вот в центральной части лица, и если манипулу так некомфортно держать, то из подбородка вы выводите ее в таком же положении, и здесь прижимаете. Краем тогда работаешь. Да, вот покажу еще раз. Вот мы ее здесь фиксируем. Угу. Здесь всегда хочется, да, там вот немножко подтянуть. Здесь мы ее держим также, в таком же положении, не меняем. Можно под губу немножко протянуть, да, но можно остаться вот в этой самой выступающей точке и здесь уже развернуться таким образом. Если вы заметили, я еще левую сторону делаю левой рукой. Рекомендую вам точно так же делать. Правую сторону лица делаете правой рукой, левую учитесь сразу делать левой, чтобы когда вы будете делать, да, чтобы не было, и если вам хочется уйти в задне-боковую часть шеи сюда, вот, да, вот прям вывести, чтобы, получается, вы не душили себя своей же рукой, то сразу делаем все красиво. Теперь можно делать вторую часть лица, подтяжку. Интенсивность я делаю поменьше. Манипулу в правую руку. Подтяжка меня всегда увлекает. Хочется сильнее там помоделировать все, но опять-таки помним о том, что время воздействия не должно у нас превышать 20-25 минут. И подтяжку делаем с кончика носа. Поэтому гель распределяем на нос равномерно. Минутка или полторы. Подтягиваем бровь из костного края орбиты, то есть заходим из-под брови. Протягиваем линию к волосистой части головы. Височную область прорабатываем и под глазом. Вот это был у нас один круг. Теперь второй. Можно, кстати, сейчас посчитать. Это третий. Ну, где-то 7 обычно Да, у тебя 7. проходов Угу. по глазам.
Ну, по овалу, может быть, и до 10 я насчитывала. Да, с овалом хочется поработать. А насколько вот, если мы говорим, ну, понятно, что мы всегда говорим, да, что верхняя треть лица быстрее поддается коррекции, да, если мы про грыжевые мешки не говорим. Ну, вообще вот с овалом самый часто задаваемый у меня вопрос. Сколько, когда будет, через сколько можно подтянуть? Ну, мы показывали, да, вот в начале, диагностику кожи делаете, все правильно себе отмечаете, и вот через столько процедур получится подтяжка. Но это не значит, что вот вы сделали там один курс, допустим, там было 15 процедур на курс, например, насчитали вы себе, да, и это не значит, что вот все, если 15 процедур сделал, а подбородок там подтянулся раза в два, да, вот покрепче стал выглядеть, но не идеально, не то, о чем вы мечтали, то это не значит, что это предел системы Mesoform Pro. Так, мы немного прервались. Сейчас мы на какой стадии? Сейчас мы на стадии подтяжки контуров лица, в режиме подтяжки уже, да, вот на биполярный режим я на подтяжку перевела. И продолжу рассказывать, да, что вот я говорила о том, что это не предел. да, это не предел вообще возможностей нашей системы Mesoform Pro. За вот как бы через полгода, когда нужно будет проходить второй курс, количество процедур, оно уменьшится на несколько штук. Это при условии, что вы регулярно делали поддерживающие программы. То есть, если изначально набрал 15 процедур, да, делал там раз в неделю поддерживающие процедуры, то, скорее всего, что второй курс будет состоять из 10 процедур. Ну, это условно, да. Понятно. Да. И обычно, да, как показывает практика, что после второго курса и результат более стойкий, и эффект более выражен. Это если мы говорим про щекастеньких пациентов, которые хотят подтянуть себе овал. Слушай, а что касается, вот мы не сказали, ну там указано в бьюти-гиде по поводу щитовидки, да, что мы обходим ее? Да, обходим центральную часть шеи. Если работаем с подбородком, то только вот эти вот вещи, самые выдающиеся. Точки фиксации. Я хочу себе добавить, но на меня равняться не стоит. Я не буду показывать, на какой интенсивности ты делаешь. Можно слегка приоткрыть рот и проработать подбородок. Хорошо. Тут у меня уже творческий процесс включился. Вы говорите по бьюти-гиду сделать. Еще раз наверх. Я не знаю, как вы, но я сейчас вообще получила колоссальное удовольствие. Я вообще всегда отдыхаю, когда делаю эту процедуру. Какая-то внутренняя энергия дополнительная появляется. И что еще важно, да, вот что могу вам посоветовать. Поэкспериментируйте. Лучше всего делать процедуры в первой половине дня. Но вы можете поэкспериментировать с этими моментами и посмотреть, когда именно вам будет нравиться больше эффект от процедуры. Эффект после процедуры, в принципе, всегда лучше виден на второй, на третий день. То есть, если мы делаем ее во второй половине дня, значит, на завтра, а то и на послезавтра будет лучше выражен результат.
Ну, мы же его и сразу должны видеть. Мы его видим однозначно сразу, но я к тому говорю, что он нарастает постоянно. Особенно это касается, если, вот, допустим, мы уже используем на внедрение какие-то сыворотки, концентраты, да, то есть мы и сразу видим, как они сработали, но все-таки ярче эффект, вот это наполнение, это, ну, в среднем часа 2 нужно, да, чтобы вот сработало средство, которое мы внедрили. Нет, то, что эффект от процедуры намного лучше если процедуру делать в первой половине дня, это абсолютно однозначно. Здесь я вот проводила тоже эксперименты, ну и на себе смотрела. Пожалуй, сделаю еще несколько точек. Все, помните, я показывала красный, да, у меня был лоб слегка. Угу. Вот уже все там. Сейчас все ровно. То есть, если, например, работать с кожей с чувствительной, у которой там, да, вот люди, у которых купероз, очень часто у меня спрашивают, можно ли использовать эту процедуру, если купероз, чувствительная кожа, либо вообще розация, однозначно нужно. У нас есть специальный протокол Sensitive Touch. Но начинаете все равно все процедуры делать с лимфодренажа. Вначале разогнали, а потом уже насыщаем сыворотками сосудоукрепляющими. Так, что мы умываемся? Да, выключаю аппарат, протираю манипулу до-после процедуры. Да, это, кстати, обязательная часть. Угу. Дальше смываем остатки средств. Ты смывать будешь просто водой. Да. А почему мы тебе не взяли варежку? У тебя есть такая хорошая, которую можно раз взмахнуть и умыть, Не знаю. и сократить время. Ну, уже поумываюсь так. И забыла про варежку. Так, в общем, мы смываем гель. Все. Итак, что мы сделали? Я смыла остатки геля. Я только по праймеру сделала процедуру, напомню еще раз. А сейчас я уже тонизирую после контакта с водой. Может, еще у меня где-то что не досмывалось. И в конце наношу сатин-крем. То есть минимум косметики. И можно посмотреть, как я выгляжу после процедуры. Опять-таки отмотать на начало, когда я была уставшая, у меня сразу все такое. И даже голова переболела у меня. Не могу сказать, что сильно болела, но было ощущение, что я в какой-то каске. Сейчас это все позади. Наношу крем. Анастасия, ты дразнишь, мне прям хочется. У меня были планы, думаю, сейчас вот тоже вот сяду и буду делать. Так, это сатин. Вот такую каплю наносим на все лицо, включая кожу вокруг глаз. Стараемся распределять 2 руками, как это делаю я. Не одним пальчиком. И точно так же, как мы делали лимфодренаж от центра к периферии. Анастасия, по-моему, неплохо у нас с тобой получилось сегодня. Я надеюсь, что девчонкам поможет это в процессе. Наглядное пособие Ухода. номер 1. Шикарно. Я тоже так считаю. Я просто счастлива. Я уже это говорила, я могу еще это 100 раз повторить, потому что когда делаешь мезоформ, сразу просто какое-то счастье появляется. Порядок.